Здравствуйте, друзья! В этом видео я расскажу, как правильно собирать семена томатов. Мы собираем только с сортов. С каких плодов лучше всего брать семена? Казалось бы, что за вопрос? Все легко и просто. На самом деле не совсем. Потому что доказано, что самые крупные и самые жизнеспособные семена на тех плодах, которые находятся на нижних кистях. Крупные плоды на нижних кистях дают самые лучшие, самые качественные семена. Но у нас растения томатов, понятное дело, уже готовятся под вынос. То есть все уже убрано, все кисти уже пустые. Поэтому какой вариант? Откуда собирать? Тогда берем ту кисть, которая есть, и можно собирать семена. Ну, точнее, можно собирать семена с любого плода, который на этой кисти. Но лучше всего с двух вот этих, которые расположены как можно ближе к стеблю. Именно здесь семена будут более качественные, чем семена на конечных плодах. Собираем семена с достаточно вызревших плодов. Давайте для примера я буду показывать на желтоплодном КС-10. Вот крупный, достаточно вызревший плод томата. КС-10 это, конечно же, гибрид от фирмы Китана, но я просто показываю на примере. У нас одни гибриды. Сорта я вам не покажу. Разницы нет. Плод от сорта ничем не отличается от плода гибрида. Семена находятся в этом плоде в семенных камерах. Как же их оттуда изъять? Друзья, можно разрезать вдоль, а можно разрезать поперек. Я всегда разрезаю поперек, потому что таким образом будет проще из каждой семенной камеры вычистить семена. Смотрите, мы сразу видим все семенные камеры. Если бы мы разрезали вот так, то есть вдоль, то нам бы пришлось потом резать еще неоднократно, чтобы не пропустить и вычистить все камеры. Итак, разрезали, друзья, берем баночку. Все зависит от того, сколько семян вы собираетесь собирать. И ложку либо маленькую, либо большую ложку, кому как удобнее. Но камеры не настолько большие, поэтому я вычищаю их маленькой ложкой. Аккуратненько все это вычищаем в баночку. Вот такими легкими движениями. Видите, как удобно, мы видим визуально все камеры плодов, поэтому ни одно семечко не будет пропущено. Точно так же поступаем со второй половиной плода. Сейчас, конечно, плохо видно, но каждая семечко покрыта оболочкой. И эта оболочка слегка опушенная. Для чего это опушение на оболочке семечки? Для того, чтобы семечко плотно удерживалось в этой желеобразной массе, чтобы семечко не сдвигалось. Но нам необходимо, чтобы в конечном итоге семечко была чистая от всего, что сейчас ее окружает. В этом нам поможет процессы сбраживания. Мы собрали семена. Друзья, на примере буквально я показываю одного плода, не показатель. Это, может быть, вы возьмете полбанки, может быть, 3-литровую банку. Разницы абсолютно нет. Добавляем сюда воды 1 к 1. Вот сколько у нас занимает семена с желеобразной массой, столько же добавляем воды. Даем этой баночке отстояться, пока не начнутся процессы сбраживания. Кроме того, что в результате этих процессов мы сможем получить чистые семена, но также доказано, что процессы сбраживания влияют на схожесть семян в конечном итоге. Семена получаются более жизнеспособными. В эту банку семена были заготовлены 3 дня назад, и они стояли в достаточно прохладном помещении при температуре около 20 градусов. Друзья, вот произошло расслоение. Это свидетельствует о том, что уже необходимо их снимать. Смотрите, нижний слой это семена и органические остатки, средний слой это водичка, и верхний слой это всплывшие семена, которые еще находятся в органических остатках. То есть необходимо сделать так, чтобы все семена отсюда опустились вот сюда. Что мы для этого делаем? Все очень просто. Смешиваем. И семена сейчас будут выпадать в осадок. Переливаем в другую баночку пустую всю взвесь. И оставляем только то, что у нас было на дне. То есть, видите, остались семена практически чистые. Сейчас мы их еще немножко промоем. Для этого нам понадобится вот такое ситечко. Вот так ситечко. И все это дело можно
даже промывать водичкой. И выкладываем семена. Можно на газетку, можно на листочек. Раскладываем максимально одним слоем. В остатки, в которых еще есть семена, можно добавить воды, чтобы была более редкая субстанция. И тщательно перемешиваем. Затем даем некоторое время отстояться. Семена должны выпасть в осадок. Вот семена выпадают в осадок. Надо немножко подождать. Когда немножко отстоялось, опять проводим процедуру слива. И выбираем семена, которые у нас отстоялись. Опять же их процеживаем через ситечко. Промытые семена выкладываем опять же на сушильную поверхность. И так поступаем до тех пор, пока все семена не будут отделены от органических составляющих, находящихся в этой банке. Пока семена мокрые, они достаточно плохо разделяются еще, распространяются по поверхности в один слой. Немножко подождем, пока подсохнут, и затем уже, если какие-то семена слиплись в комочки, можно будет их раздробить немножко и более равномерно расположить на поверхность. Спасибо за внимание, всего вам хорошего, до свидания, до новых встреч.